Я о чем хочу рассказать? О том, что на самом деле в вашем возрасте очень важно понять, что будет интересно. Как минимум, какая область будет интересна вам в будущем. И как максимум, какая роль в этой области вам будет интересна. Потому что на самом деле, если делать то, что интересно, то это будет хорошо получаться. Если делать то, что неинтересно, то, скорее всего, не будет ничего получаться. Ничего не будет получаться, и вас одолеет петь. Я хочу на примере нашего банка показать, какие есть роли финансовые и в информационной области для молодых и амбициозных ребят. На примере нашего банка. Как я уже сказал, очень важно выбрать отрасль, и именно про отрасль первый слайд. Это то, как выглядит рынок кредитных карт в России. То есть мы видим, что с 2004 года по 2011 год, то есть это здесь на конец года общий суммарный портфель всех долгов по всем кредитным картам всех банков России. Мы видим, что он стремительно растет, этот рынок. Вот. И все игроки, которые сейчас присутствуют на этом рынке, они будут, естественно, очень хорошо зарабатывать. И эти компании они будут перспективны, потому что вместе с ростом рынка растут сами компании, растут специалисты, которые в этих компаниях работают. И, в принципе, не надо бояться банков, нужно действительно работать там, где видны перспективы. Перспективы рынка очевидны. То есть, помимо того, какой идет тренд по росту портфеля, мы видим, что и проникновение карт в России оно в 8 раз меньше, чем, например, в США. То есть, как бы, потенциал рынка очевиден. Это то, как выглядят портфели основных игроков рынка кредитных карт. ТКС банк это желтая полоска, то есть мы по этому графику на 5-м месте. Видно тренд, что весь рынок растет, и мы растем немножко быстрее рынка, то есть отыгрываем позиции. Но я хочу заметить, что эту информацию, то есть как бы невозможно нигде получить достоверно. Есть просто некие ориентировочные прикидки, по которым эти графики строятся, а именно то, какую отчетность по МСО банки публикуют, какие счета они публикуют для Центрального банка России. Вот. Мы видим, что видели это Сбербанк Русский Стандарт, ВТБ-24, Банк Восточный Экспресс, который, скорее всего, неправильно считает, ну, как думают наши аналитики, неправильно считает суммарный портфель. Ну, мы где-то вот так вот на 4-5 месте. Амбиции у нас большие, мы удваиваемся каждый год. Именно кто мы такие? То есть мы относительно недавно начали деятельность, 4 года назад активно, но тем не менее за это время мы уже успели очень многое сделать. У нас уникальная модель бизнеса. Наш банк не имеет ни одного отделения. За счет этого мы имеем невероятно маленькие косты. Что мы сделали уже за это время? То есть мы рассылаем предложения клиентам потенциальным, которые оставляли свои данные персональные всевозможным клубам, возможным каким-то, участвовали в каких-то акциях, и эти партнеры предоставили нам возможность разослать их клиентам предложения. То есть мы разослали по всей России 92 миллиона предложений. То есть каждый взрослый человек как минимум получил наше предложение. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы обработали 4,5 миллиона заявлений. То есть мы их получали как из ДМ, то есть директ-маркетинг, так называемый. То есть получали предложения по почте, так и через интернет. Сейчас любой человек может зайти на страничку нашего банка, оформить заявку и в режиме онлайн получить решение по кредиту и по выдаче кредитных карт. Выдаче кредитной карты самому себе. То есть, что еще нас характеризует? Мы выдали уже 2 миллиона кредитных карт, из них 1 200 000 это активные пользователи, которые имеют какой-то баланс по карте, то есть они сделали покупку, сейчас они нам должны деньги, то есть мы их учитываем в наш портфель. Также мы выдали достаточно много депозитов
Портфель депозитов в 2 раза меньше, чем портфель кредитов. Но тем не менее, любой человек может также зайти на страничку сайта, оформить депозит, и уже на следующий день к нему приедет представитель нашего банка, выдаст карту, подпишет все документы, оставит реквизиты для пополнения вклада, и вклад у вас в кармане, без какого-либо посещения офиса. Особенности работы у нас. То есть, как я уже говорил, уникальная модель. Первая модель – это директ-маркетинг, прямые почтовые рассылки. Мы получаем отклик от клиентов. Эту модель уже начали, не уже, а уже давно начали копировать другие банки, Кредит, OTP банк. После этого мы переместили свои приоритеты в интернет, и сейчас мы основной поток заявок получаем через интернет. Эту модель также у нас стали копировать очень многие банки, например, Ренессанс, тот же Кредит. В общем, практически на сайте любого банка вы сейчас можете заполнить какую-то заявку и получить, например, карту. Но тем не менее, для того, чтобы ее получить, вам придется, скорее всего, пойти в офис банка. Мы удваиваемся каждый год, растем быстрее рынка. Перспектива для вас, как для молодого специалиста, вырасти за счет рынка и за счет того, что мы растем быстрее рынка. Это понятно. У нас больше бизнесовый подход, то есть мы в меньшей степени некая бухгалтерская, такая банковская корпорация, мы больше финансовая IT-компания. Мы себя так позиционируем, и мы считаем, что это правильно. То есть, что это значит? Значит, что корпоративная культура у нас горизонтальна. Для того, чтобы что-то сделать в банке, для того, чтобы высказать любую идею, вам не надо, чтобы начальник вашего начальника шел к начальнику IT-специалиста и ему что-то доказывал. Вы можете сами напрямую в любое время прийти в кабинет топ-менеджера, стеклянный кабинет, высказать любую идею, обсудить и получить достаточно разумительный ответ по поводу того, почему это не надо делать или почему это мы с радостью сделаем в ближайшее время. Любое решение в нашем банке основано на цифрах и аналитике. Это значит, что, например, аналитик в нашем банке – это ключевая роль. Я тем, кто не хочет связывать свою жизнь с информационными технологиями, рекомендую пойти в аналитику. У нас аналитики и топ-менеджмент – это в основном Мехмат и Спек. В МК и Мехмат также очень много товарищей работают. Ключевые направления. Вот я хочу, чтобы, начиная с этого слайда, про то, что я буду рассказывать, каждый пытался примерить на себя. Вот. Достаточно интересный эксперимент. Вы поймете, интересно вам этим заниматься или нет. Я буду рассказывать про те задачи, которые есть. Это в информационных технологиях, в аналитике, в менеджменте. И вы сможете понять, интересно вам это или нет. Что на данном этапе, я считаю, самое главное – это определиться, чем заниматься. И какую роль играть вообще в организации. Веб-технологии. Как пишут во многих книжках, как считаю лично я, очень скоро человек не захочет ходить в отделение банка, он захочет обслуживаться на Фейсбуке. Он захочет увидеть кнопку на Фейсбуке, открыть вклад, получить кредит, без какого-либо посещения сразу же это сделать. Кроме того, мы считаем, что очень скоро кошельков у людей не будет. Через 5-10 лет вот это будет кошелек каждого человека. Человек, расплачиваясь на кассе, будет стучать в кассовый аппарат своим телефоном и совершать покупку. Возможно, это будет кредитный счет, возможно, это будет дебетовый счет. И кто первый из операторов мобильной связи поймет, тот, в принципе, выиграет. Поэтому веб-технологии, мобильные технологии. В нашем банке это, как это сказать, ключевое направление, которое мы развиваем, причем самостоятельно и довольно успешно. У нас есть мобильные приложения для Android, для iPhone. Можно ради интереса открыть какой-нибудь дебетовый счет абсолютно бесплатно.
попробовать поиграть, посмотреть, что там есть. Задачи здесь понятно какие. Это использовать самые современные веб-технологии, разрабатывать то, что нужно конечному пользователю. CRM. Банки совсем недавно начали активно внедрять CRM-системы. Это Customer Relationship Management. То есть это система управления отношениями с клиентами. Зачем нужны эти системы? Эти системы нужны для того, чтобы качественно обслуживать клиентов. В этой системе в одном месте хранятся все взаимоотношения с клиентом, все коммуникации, которые были проведены, любая активность, грубо говоря, любой чих клиента там фиксируется, и клиент, обратившись в банк, позвонит в наш колл-центр, будет обслужен как надо, потому что специалист колл-центра будет видеть всю эту активность, он будет знать, что предложить конкретному обратившемуся клиенту, поскольку видно, что это за клиент и всю его последнюю активность. Мы внедрили Oracle CRM, то есть на 2007 год, когда мы внедряли, это было лучшее решение на рынке. И у нас, естественно, одно из самых первых и крупных внедрений в России. Область невероятно востребованная, то есть работая с CRM, именно как разработчиков, аналитик, как системный аналитик, как архитектор, на рынке ты будешь на расхват. Потом мы внедрили новые технологии, сейчас в том числе в параллельной аудитории рассказывают про VPN-технологии, это бизнес-процесс менеджмент, то есть это системы, которые управляют процессами банка. Что это такое? По сути, аналитик, описывая процесс, рисует какую-то диаграмму видео. В этой системе ты можешь нарисовать диаграмму и скомпилировать ее. Это будет уже работающий процесс. То есть это язык такого высокого уровня, где на уровне диаграмм, на уровне блок-схем ты можешь создавать исполняемые процессы в банке. Мы, используя эту технологию, построили заново процесс выпуска кредитной карты. Именно поэтому человек, искушенный фейсбуками, удобными интерфейсами, онлайн всевозможными игрушками, может получить карту у нас уже на следующий день. DVH. Что это такое? Это Data Warehouse, то есть это хранилище данных, куда стекается вся информация из всех систем банка, где любой аналитик, любой менеджер может создать интересующий его запрос и получить любую информацию о клиентах, о их активности, о том, какие покупки они совершают, о том, сколько, грубо говоря, денег этот клиент нам должен. То есть это то место, куда сливается вся информация. И это хранилище, его нужно проектировать, нужно правильно интегрировать его со всеми системами, чтобы информация туда стекалась. Зачем это вообще нужно? Здесь у меня написано выражение: кто владеет информацией, тот владеет миром. Кто помнит, кто это выражение вообще первый сказал? Или откуда оно пошло? Кто не помнит? Давайте я расскажу. Ротшильд, может кто-то знал, известный предприниматель конца 19 века, торговал на фондовых биржах тогдашних. И это все случилось при Ватерлоу, битву при Ватерлоу, может кто-то помнит. Все думали, что французы победили при Ватерлоу. Битва там состоялась буквально 2-3 дня назад. И на фондовой бирже все стали продавать акции английских компаний. Известный бизнесмен Ротшильд, он сам нанял какого-то курьера, некого курьера, который быстрее остальных перебрался через Ла-Манш и сообщил, что англичане победили. Ротшильд, обладая этой скупил все акции, которые продавали по дешевке все остальные, и некоторым образом сколотил свое состояние. То есть это пример того, что информация на самом деле нужна. Нужно ее анализировать, и каждый свой шаг нужно делать на основе именно информации и аналитики. Так поступает наш банк. Вот.
Чем здесь заниматься? Здесь задачи очень простые и интересные. То есть надо на стыке информационных технологий и бизнеса, как он есть, уметь, понимая бизнес, строить IT-систему таким образом, чтобы эта информация была доступна остальным. Дальше я буду рассказывать про бизнес-роли в нашем банке. Вообще бизнес-роли, это для тех, кому не интересны информационные технологии, кому хочется больше заниматься бизнесом, кому хочется больше общаться. Я не знаю, как по-другому сказать. Любой аналитик, он либо работает с цифрами, либо работает с процессами. Это понятно. По крайней мере, в нашем банке. Сейчас несколько слайдов будет про аналитиков, которые работают с цифрами. Первый из них это риск-аналитик, риск-менеджер, как угодно. У нас есть 3 направления основных для риск-аналитиков. Вот вчера был мастер-класс по математике в банковском бизнесе. Там Елена рассказывала про application scoring и то, какая математика там есть. Зачем это нужно? То есть банк получает тысячами заявления на кредитную карту. Банку надо понять, выдавать этому человеку кредитную карту или нет. Банку надо понять, какой кредитный лимит дать этому человеку. Соответственно, строится некая модель, по которой каждая приходящая новая анкета анализируется и принимается кредитное решение. То есть скор-балл выдается этому клиенту, в соответствии с которым уже в дальнейшем ему будет выделена кредитная линия. Могу сказать, что это очень важное направление, потому что от рисков банков зависит практически все. Плечо очень большое, и если ошибиться здесь, банк, можно сказать, можно слить и полностью разорить. Следующее направление, где не меньше математики, это behavioral scoring. То есть уже по поведению действующего клиента надо понять, какие действия нам надо сделать. Нужно ли нам этому клиенту повысить лимит, поскольку он лояльный, он точно вернет деньги. Нужно ли нам этому клиенту понизить лимит. Может быть, нужно ему заблокировать карту. Может быть, нужно ему предложить другой тарифный план, потому что именно этому клиенту удобно пользоваться другим тарифным планом. То есть это всевозможное сегментирование базы клиентов, придумывание типов клиентов и дальше построение всевозможной аналитики на этих типах. Например, есть клиент, который взял кредит один раз на кредитную карту, хотя кредитная карта — это, понятно, удобное платежное средство, которым можно пользоваться многократно. Вернув деньги, ты можешь еще раз получить. Вернув деньги, ты можешь еще раз получить. Есть люди, которые берут один раз, потому что им надо было купить стиральную машину, и дальше его постепенно выплачивают. Есть люди, которые постоянно пользуются кредитной картой. Покупают, оплачивают, покупают, оплачивают. Собственно, сегментирование клиентов — это здесь основная задача. Достаточно интересная тема по тому, для тех, кто любит моделировать, для тех, кто любит заниматься аналитикой. И collection scoring. То есть клиент, скажем так, которому мы выдали карту, он может оказаться и плохим. Или он может, например, потерять работу и уйти в просрочку. Соответственно, нужны какие-то действия банка для того, чтобы вернуть деньги. Какому-то клиенту надо просто напомнить вовремя. Если это, например, мужчина до 25 лет, ему желательно отправить смс заранее о том, что скоро будет дата платежа, ему надо заплатить по кредиту. Кому-то надо позвонить. После того, как клиент перестает совершенно платить, там уже включаются новые стратегии по работе с этим клиентом. Вот, собственно, задача основная здесь — это выработать эти стратегии и правильное их применение. То есть одному клиенту нужна одна стратегия, другому клиенту нужна другая стратегия, чтобы минимизировать потери для банка. Опять-таки, здесь математики достаточно много. Это регрессионный анализ и всевозможные другие статистические методы. Управление портфелем. Что такое портфель? Портфель — это суммарный совокупный объем денег, который нам должен клиент, все клиенты банка. Портфель — это то, что приносит нам прибыль. Очень важно с ним правильно работать. Очень важно придумать правильные продукты, которые были бы интересны клиенту, с одной стороны, а с другой стороны приносили бы нам прибыль. Здесь также, помимо основных продуктов кредитной карты, можно клиенту предлагать дополнительные продукты.
предлагать страховку, максимизировать покупку этой страховки всевозможными акциями. То есть проводить акции, по которым клиент попробует, например, бесплатно эту услугу, а потом она ему понравится, и он продолжит ей пользоваться. Основная задача здесь также придумывать различные способы и внедрять их в жизнь, для того, чтобы клиенты пользовались продуктами банка. Получив карту, понятно, большинство положит ее в кошелек и будет думать и воспользоваться ей только по мере необходимости. Тем не менее, можно придумать различные акции, стимулирующие использование карт, увеличивающие портфель и, собственно, прибыль банка. Маркетинг, реклама. Что это такое? То есть, как минимум, есть очень много интересных направлений модных по повышению конверсии в интернете. Если клиент заходит на сайт, на ваш сайт, на наш сайт, мы хотим сделать так, чтобы этот клиент стал действительно клиентом, чтобы он воспользовался услугой, чтобы он заполнил заявку, заказал продукт, купил товар. Соответственно, любой успешный бизнес – это, по сути, управление конверсиями. То есть конверсия на первом этапе, что клиент зашел на сайт, кликнул на баннер. Конверсия второго уровня, что, попав на сайт, он положил товар в корзину. Конверсия третьего уровня, что дальше он оформил заказ и так далее. То есть управление вот этими конверсиями – это воронка, ее надо максимизировать, надо ее сверху максимизировать, и желательно, чтобы она была как труба, а не как воронка, чтобы каждый человек, зашедший на страницу сайта, получил в итоге карту и в итоге ей воспользовался и купил себе что-нибудь интересное, например, ноутбук. Кроме того, очень многие модные тенденции сейчас это social маркетинг. То есть, когда клиент приходит к нам на сайт, есть уже специальные сервисы, которые говорят нам, что это за клиент. Мы знаем, что это мужчина, мы знаем, что ему сейчас 25 лет, мы знаем, что он посещает Facebook, еще что-то может быть интересно. И уже на основе этого заходите. Заходите. Собственно, задача здесь понять, что данному конкретному клиенту, который зашел на нашу страничку, что ему показать. Например, мужчине нужно показать какой-нибудь лозунг о сотрудничестве. Женщине нужно показать какой-нибудь лозунг о простоте использования кредитных карт. Ну и так далее. То есть повышать конверсию, используя сегментированный анализ того, кто этот клиент, кто к нам сейчас пришел. Финансовое операционное планирование. Здесь что можно рассказать? Здесь какие здесь есть задачи? Мы получаем звонки, мы получаем карты, получаем заявки, выпускаем карты. Нам нужно прогнозировать то, сколько завтра придет к нам звонков, потому что нам надо знать, сколько нанять сотрудников в колл-центр. Это сложная задача. Например, 500 сотрудников нужно в колл-центр или 1000. От этого будет зависеть, какая очередь, от этого будет зависеть, как будут рады или не рады наши клиенты. Соответственно, моделируя и прогнозируя всевозможные показатели, микроуровни, макроуровни, мы можем действительно управлять бизнесом. И построив модель, по ней будет жить весь банк. То есть это то, какую роль играет аналитик в нашем банке. Это достаточно интересно. То есть ты собираешь всю информацию со всех подразделений, ты ее собираешь воедино, ты ее моделируешь, ты планируешь, как это будет впоследствии, и дальше синхронизируешь весь банк, всем нужным подразделениям сообщаешь о том, как им надо жить по нашей модели. Ну, иначе, грубо говоря, не хватит денег, чтобы выдать кредит. Иначе мы не примем те звонки, которые к нам поступят. Ну, это, в общем, понятно. Технологии и бизнес-процессы. Что это такое? Это как раз те люди, которые строят банк, строят все то, о чем я рассказывал до этого. То есть они внедряют новые проекты,
продукты, процессы. Когда нужно внедрить какой-то проект, они его обдумывают со всех сторон, они декомпозируют его на задачи, на процессы, продумывают, как эти процессы ложатся в систему банка, понимают, как эти процессы выглядят для клиентов, понимают, как эти процессы выглядят для сотрудников банка, пишут технические задания. И дальше уже следят за тем, что то, что они написали, это действительно то, что хочет менеджмент, а то, что внедрило IT-департамент, это действительно то, что написали они. Вот. Надо заканчивать. И, собственно, какие здесь задачи? Я уже рассказал, какие здесь задачи. Помимо новых проектов, есть оптимизация старых проектов и процессов. Потому что в действительности эффективность бизнеса, ну, это, наверное, один из ключевых показателей. И за этим показателем надо следить. Я уложился в полчаса, как и хотел. Я, разумеется, вопрос очень... А вот что насчет безопасности именно для клиента? То есть сейчас же через интернет стали больше мошенничать, да? Если все вообще будет происходить через интернет, да, возможно, где-то это можно обезопасить, но, к примеру, в тех же соцсетях как? Вы хотите, чтобы я заглянул в будущее, правильно? Как будет устроена безопасность в соцсетях? Она будет устроена следующим образом. Я считаю, что приватного интернета в будущем не будет. То есть интернет будет, скажем так, когда ты заходишь в интернет, интернет будет знать, кто туда зашел. Будет знать, что это Василий Иванов сейчас зашел в интернет, и он здесь что-то делает. И киберпреступления, они будут жестоко караться. Применительно к банку, естественно, существуют всевозможные стандарты, которые надо выдерживать для того, чтобы не утекали пин-коды, электронные дорожки кредитных карт, ну и так далее. Или я не понял ваш вопрос? Ну, да, это не включал мой вопрос. Вам этот вопрос, сами давно в компании, занимаетесь, что устраивает? Я в компании работаю 4,5 года. Да, ну, скажем так, активную деятельность идет. Я не представился, я вице-президент банка Тинькофф, директор по бизнес-технологиям. Вот этот последний слайд, это то, чем я занимаюсь. Ну, сами понимаете, меня что-то не устраивать не может. Во-первых, помимо того, что с самого начала этой компании вырос вместе с ней, очень много получил от нее, многое сделал для нее. Ничего плохого сказать не могу. Но здесь есть другие представители, может, то, что плохого хочет сказать. Я думаю, никто плохого. Я могу сказать именно про аналитику. Я занимался 2 года после Мехмата наукой, скажем так. Я печатал всевозможные статьи, хотел защитить кандидатскую, и в какой-то момент, посмотрев на свое начальство, я понял, что я не хочу быть таким через 10 лет. Я понял, что я хочу быть другим, и у меня, в принципе, для этого есть много. И я стал заниматься именно комплексным устройством на работу. Я думал пойти в консалтинг, я думал над другими какими-то стартап-проектами в то время. И, скажем так, выбирая между банком Тинькофф и, например, Accenture, тогда был тоже хороший выбор, я выбрал Тинькофф, и сейчас я не жалею. По тому, как работает, у нас есть ДМС, достаточно хороший, фитнес, на кухне всевозможные кофемашины, соки и так далее. По работе, вот вас интересует именно аналитика или больше информационные технологии? Аналитика. Аналитик в нашем банке делает очень много. Не пустые слова, то, что аналитик у нас делает больше, чем начальник управления в любом другом банке. Во-первых, из-за того, что корпоративная культура такова, а во-вторых, из-за того, что у банка такая стратегия, именно основываясь на цифры, принимать решения. Плюс к этому не использовать готовые решения, а придумывать что-то свое, свои собственные процессы, которые не имеют аналогов
как минимум в России, не обремененные какими-то рамками бюрократии, внедрять эти процессы и получать эффект вау для клиентов, который на самом деле очень важен. Предвосхищать ожидания клиента. Это наша основная миссия. Ну, а что, взаимодействие, я так понимаю, вот, к примеру, мне нужно получить наличные, просто не все магазины принимают кредитные карты. Как, это же мне через чужие банкоматы надо, получается, как получать деньги, там, как с другими банками это все реализуется, то есть, что проценты... Ну, вообще кредитную карту принимает любой банкомат, на котором написано слово MasterCard. Если это дебетовая карта, то у нас партнерские отношения таким образом выстроены, что в любом банкомате по всему миру снятие наличных с дебетовой карты бесплатно для вас. Поскольку у нас ни одного своего банкомата нет, это так для клиента. Это один из этих планов. По кредитной карте, разумеется, другие риски и, естественно, другие тарифы. Говорили, что у вас некая такая горизонтальность. Собственно, вопрос с этим про карьерный рост. Как у вас происходит карьерный рост? Это раз. Вот. А во-вторых, я еще хотел бы узнать, насколько компания заинтересована в обучении своих сотрудников. Вот. И насколько корпоративная культура подразумевает отдачу сотрудников в своей компании. Я как минимум скажу за себя, карьерный рост, обучение. Мы берем вообще людей без какого-либо опыта в аналитике. Это те люди, которые принимают или подготавливают информацию для принятия ключевых решений. Без какого-либо опыта. Мы берем самых умных, самых перспективных. У нас целая система отбора таких людей. И в большей степени опыт здесь часто бывает обременительным. И мы, грубо говоря, мозгам мы не научимся, но остальном без проблем. Мы это делаем охотно и с радостью. Если есть мозг, то как бы это все. Еще вопрос такой. Как вы определяете, насколько у человека есть мозг? У нас как минимум, приходите на собеседование, узнаете. Если у нас как минимум собеседование это многоуровневая, многоступенчатая такая итерация, по аналогии, например, с McKinsey, где сначала ты проходишь тесты на адекватность, потом ты решаешь задачи на смекалку, интересные, которых не найти в интернете, потом ты решаешь реальные бизнес-кейсы, рассказываешь, как ты решал эту задачу, реально, которая стоит перед банком. Ну, соответственно, показываешь свою общую адекватность того, что ты хочешь, того, что не можешь. Отдача тоже как можно? Отдача от банка. Ну, это на самом деле как вы захотите. То есть те, кто любит много работать, фанаты своего дела. У нас действительно такая атмосфера, что всем очень нравится делать то, что они делают. И большие амбиции. Те, кто хотят, они работают много. Я работаю 9 часов минимум, но, как правило, это 9,5-10 часов. И я чувствую себя прекрасно и молодо выгляжу, хотя мне сильно больше, чем нравится. Карьерный рост. Мой пример вам понятен. Я приходил работать бизнес-аналитиком в отдел департамент бизнес-технологий. Сейчас я вице-президент банка. Я курирую в районе 10 проект-менеджеров и аналитиков, которые, собственно, все, что делают в банке, эти люди это делают. Для них рост достаточно прозрачный. Мы всех людей в аналитику берем на одинаковую позицию, и через 3 месяца выходит некая презентация о том, что человек сделал. На основе этой презентации принимается решение о том, чего этот человек достоин, какие задачи поручить в последующем, и, собственно, соответствующая мотивация вместе с компетентностью растет, вместе с ростом доверия растет компетентность, вместе с ней мотивация и прочие плюшки. То есть начинаете аналитиком, и старший, главный, проект-менеджер, руководитель отдела, руководитель проектов,
руководитель там всея Руси. Но тем не менее, каждый аналитик, он может ставить задачи начальникам IT-отдела, начальникам процессинговых отделов и добиваться от них результатов. В данном случае как бы горизонтальность компании, она больше превалирует, что все разговаривают на равных. Несмотря на то, что у тебя написано в визитке, к тебе может обратиться любой, ты можешь обратиться к любому, обсудить вопрос. Да. Каждый может общаться, коммуницировать с кем угодно. Скажите, пожалуйста, Да, я зовут Оксана, я замдиректор персонала. Я в HR работаю уже 15 лет. Я много работала в консалтинге, видела разные бизнес-модели, структуры и так далее. Тинькофф – это единственный банк, где аналитики, ну, по крайней мере, с которыми я сталкивалась, да, где аналитики реально приносят пользу не просто цифры, ради галочек, ради отчета, а благодаря этим данным на самом деле строится бизнес. Не как постфактум, не анализ, да, или не только, но и прогноз. На самом деле, вы говорите маточки, да, они просто очень плотно работают с остальными бизнесом. Очень плотно. И на самом деле это вопросы решаются. Вот есть вопрос, да, тут же вот на месте собрались, там кого не хватает, выдвинули, обсудили, то есть поставили задачи. Ну, мелкие, да, то есть принять решение очень быстро. Именно этим мне аналитическое определение помогает. Да, пожалуйста. Вы упомянули сравнение маркетингов с McKinsey, да? Да. То есть в каком плане? Потому что у вас правила какие-то отбора персонала в плане партнерского отношения друг к другу. Ну, как минимум, это сложность отбора для аналитиков и отношения к ним в компании. То есть это некая белая кость, выделенная касса людей, слушая которых живет банк. Как минимум в этом максимум, то есть это действительно отбор, это сложный отбор. Если бы мне в вашем возрасте сказали, ты можешь пойти туда-то и, в принципе, не напрягаясь работать, ты гарантированно останешься там работать, и, может быть, даже тебе будет интересно. Или ты можешь пойти сюда, где будет очень тяжело, где будут задачи сложные, но возможные, но где, если ты справишься, то ты добьешься много. Я выберу второй вариант. И это именно то, грубо говоря, что, может быть, нас объединяет с McKinsey и похожими консалтинговыми компаниями. Да. Мне очень нравится эта тема, на самом деле, люди отдают очень много, но не получают. Не получают, как говорили, он нам нормально, если вы собой играете в компании. При этом человек занимается тем, что ему нравится, ему что-то видит. Нет, это на самом деле так. Я в компании не так давно. Можно я еще сравню? Можно я сравню с консалтинговой компанией? Небольшое сравнение, да? Что такое опыт? И вот я считаю, что каждый из вас на начальном этапе карьеры должен больше мотивироваться опытом, нежели деньгами и так далее, опыт и перспективы. Что такое опыт в консалтинговой компании? Да, у тебя разнообразные проекты, ты входишь в один, выходишь из него, сразу входишь в другой проект, все разнообразно. Тем не менее, опыт – это то, когда твои решения ты можешь проанализировать после. Проработав, например, в McKinsey, выйдя из проекта, да, ты сделал свое заключение, да, тебе заплатили за это деньги, но ты не знаешь, что случилось потом. И, как правило, не только потому, что ты этого не видишь, еще и потому, что тебе уже это неинтересно, ты занимаешься другим, и ты не понимаешь, как те твои решения действительно чего они стоят. Скажем так, работая
нашей компании, при том, что корпоративная культура такая же, как в консалтинге, ты всегда видишь, у тебя всегда под рукой то, что ты чем-то занимался. И ты видишь, как твои решения, кроме того, что все делается достаточно быстро, но еще делается прозрачно. И вот этот опыт, я считаю, он чуть более релевантен. Когда ты видишь то, к чему приведет меньше. На самом деле, я еще добавлю, да, есть два типа людей. Есть люди, по сути, да, такие стартапщики, и есть люди, которые любят завершенный процесс. Что такое стартапщик? Это люди, которые взяли, построили, сдали. Взяли, построили, сдали. Консалтеры, ну, как правило, вот, люди определенного промежутка времени. Да, их приглашают, как правило, в критические моменты, когда там все сложно, да, либо есть желание что-то очень сильно там резко, быстро, хорошо сделать. Они делают определенную аналитику, они делают определенную работу и оставляют. Дальше компания там, ну, либо на сопровождении, либо в принципе работает сама. In-house, когда работа внутри компании, которая делает какой-то бизнес, она всегда подразумевает определенный процесс, ты всегда получаешь результат. Вам нужно понять, что для вас ближе. Вы люди каких-то коротких проектов, либо вы хотите в течение определенного времени результат своей деятельности. Это зависит не от образования или еще чего-то. Это зависит от технически, что вы будете делать. Быстро и коротко, да, там, какой-то кусочек, не видя всю картину. Либо вы любите, когда видна архитектура всего дома, да, и вы участник и только от личности, например, опять же, образования. Поэтому многие не уходят из консалтинга, они не могут. Можно тоже добавить, Данила, если дело управления портфелем кредитных не ходит. На самом деле консалтинг, он разный, и там смешивать McKinsey и, там, например, Big Four, да, это не совсем правильно. Потому что если мы возьмем Big Four, то они наоборот от нас очень не похожи во многом, потому что там наоборот очень жесткая иерархическая структура. Там 8 грейдов, и чтобы перейти с одного грейда на другой, надо поработать 1,5 года. Соответственно, там в принципе невозможно вырасти там, за 5 лет от интерна, скажем так, до партнера. В принципе, что бы вы ни делали, кем бы вы ни были. Вот. У нас такого нет. Если же мы там сравниваем с McKinsey, то McKinsey они во многом у нас похожи, но к ним так больше попасть, особенно юзовки практически невозможно. Но они, опять же, мы очень сильно отличаемся вот от прайса, от ФРГ и так далее. В этом смысле. С ними как раз сравнивать, наверное, не стоит. Просто сейчас консалтинг на эти компании понимают, и они от нас очень сильно отличаются. Командировка основательно на позиции аналитика. Ну, я ездил 4 раза. Совсем верно. Вы работаете на территории Сумы, правильно? Россия. Какой-то расширенный банк. Говорят, увеличиваемся в 2 раза. Это полмарки. Нет, это определенная стратегия. Такого нет, чтобы какая-то лекция делать события в моей и потом не планирует делать с банком. Все может быть. Задайте вопрос Олегу, он скоро будет генералом. Олег любит кэш, поэтому Понятно, у него нет такого, чтобы даже вы считаете, что дальше развитие возможно, но процент такой, продал, все. Вы сами, короче, Вопрос не к нам. вы сами не говорите, что банк очень крупный. Я могу сказать, что Олег свою команду любит и не бережет. Когда он продал, но это на самом деле, я просто приведу пример, да, когда он продал бизнес, он основной состав команды, да, руководители, сотрудники, он содержал целый год на их окладах, пока не закрывался. То есть все те люди, кто были основные, да, ценные, да, основные ценности. Плюс даже если там банк будет плохо, то все равно не пойдет. Ну да, Это же рабочие не места все вопрос. Может быть, немножко изменится стратегия, может быть, немножко изменится какая-то культура, да, но в целом.
Давайте сделаем следующим образом. Еще кто-нибудь хочет задать вопрос? Да. Да, у нас осталось мало времени, буквально один вопрос, и предлагаю перейти к вашему времени. Если вопросов нет,